Мир уже в целом наигрался с различными криптоактивами, но у ребят есть предложение, как их решение, их платформа может изменить рынок Web3. Пожалуйста. Всем привет, меня зовут Богдан, я основатель проекта CryptoDo. Сразу хочу, чтобы вы меня поняли и простили за качество презентации, это буквально скриншоты с нашего сайта, сделанные вчера вечером на коленке, но, надеюсь, это не испортит впечатление от нашего сегодняшнего питча. В общем, CryptoDo — это сервис для создания децентрализованных приложений на базе блокчейна, так как мне головой не закрывать. Мы все вы, наверное, знаете, что рынок Web3, блокчейн-технологий очень сильно растет последние годы. И я очень часто привожу на подобных мероприятиях аналогию, что сама по себе технология блокчейн никому не нужна, она бесполезна, так же, как интернет бесполезен без сайтов и приложений. Ну, то есть пользовались ли вы бы технологией интернета, если бы нельзя было зайти, потыкать какой-нибудь сайтик, приложение, отправить кому-то мем и так далее. Точно так же и блокчейн, он нужен только тогда, когда в нем есть инфраструктура, когда есть приложение. И вот именно эту проблему с сложностью входа реального бизнеса и проектов из Web2 в Web3 мир решает наш сервис CryptoDo. Собственно, мы даем возможность без навыков программирования буквально за 5 минут в формате визуального конструктора собрать свой смарт-контракт, децентрализованное приложение и запустить его на блокчейне. Для этого совершенно не нужно быть там каким-то гением. Преимущество нашего решения, ну, в первую очередь, это простота. Как я уже сказал, буквально в несколько кликов можно запускать свои Web3 решения и сразу интегрировать их в бизнес без сложного процесса, ну, либо менеджмента и переговоров там с аутсорс-компаниями и так далее, либо самому пытаться что-то наговнокодить или взять из интернета. Мы это делаем быстро, и, собственно, следующее преимущество — это секьюрность, поскольку мы даем качественное проаудированное решение из коробки. То есть нам достаточно провести один раз дорогой аудит, чтобы дальше наш продукт выплевывал из себя качественные решения, которые будут безопасны для пользователей. Ну, то есть вам не надо больше переживать, что какой-нибудь там ушлый индус вшил какой-нибудь бэкдор и украл все деньги вас и ваших клиентов. Эта проблема решена, вы можете засыпать спокойно. Ну и низкая себестоимость, поскольку мы продаем софт как сервис, мы можем выстраивать себестоимость не от часа человека, часа разработчика дорогущего там с каким-нибудь блокчейн-стеком, а чисто исходя из бизнес-соображений, чтобы свести там юнит-экономику в канале. То есть мы делаем это дешевле рынка, потому что можем. В принципе, по процессу для клиента. Он заходит на сайт, авторизуется через свой кошелек, MetaMask или Trust Wallet или любой другой, выбирает блокчейн, в котором он хочет создать контракт. Сейчас это Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Aurora, ну и, в общем-то, любые EVM-совместимые блокчейны можно добавлять быстро, ну, еще в разработке не EVM-технологий типа Solana и Nero на подходе. Дальше он выбирает тип контракта, который он хочет создать. Например, это контракт для DAO, для децентрализованной автономной организации, или NFT-коллекции, или токен с какими-нибудь функциями, которые нужны конкретно его бизнесу, или краудсейл. В общем, о кейсах и сценариях использования можно говорить долго. Их много, потому что много чего делается и много чего нужно бизнесу в Web3. И, ну, собственно, многие кейсы применения можно решить смарт-контрактами. Дальше, соответственно, он нажимает кнопку, подписывает транзакцию, у него списывается комиссия сети за деплой, оплата там же комиссии сервиса, он может это задеплоить в тестнет бесплатно, просто проверить, покликать. Ну и потом для майннета уже, соответственно, платит какую-то комиссию сервиса. Контракт деплоится, верифицируется, и все, он создался на сайте. То есть мы вот так вот буквально там в несколько шагов даем возможность человеку это создать. Ну и вторая проблема, которая тут есть, это когда у тебя даже уже есть смарт-контракт, тебе нужно, чтобы твои пользователи с ним как-то взаимодействовали. То есть не получится просто сказать им: идите там на Etherscan, а там разберетесь. Ну, то есть это сложно даже для прожженной криптоаудитории, скажем так, не говоря уж о конечных пользователях. Поэтому мы помимо смарт-контракта мы парсим ABI этого контракта и делаем админские интерфейсы управления и интерфейсы пользовательские у себя
на сайте. То есть человек из коробки получает уже готовое рабочее решение для своей какой-то бизнес-задачи. Как и у любого уважающего себя криптостартапа, у нас есть свой токен. Пока что публично он не торгуется по нашим определенным бизнес-соображениям, но он уже принимается в качестве оплаты за создание смарт-контрактов. Все принятые токены в качестве оплаты сразу сжигаются на уровне контракта, выводятся из обращения. Получается такая дефляционная модель, когда человек купил, пошел к нам, сделал смарт-контракт, он сжегся, все, токен исчез, ну, предложение стало меньше, спрос остался такой же. Ну и если человек оплачивает это не в наших токенах, то эти деньги, они уходят в определенный пул, где по каким-то написанным алгоритмам, как стейкинг, распределяются среди владельцев токенов. Ну, то есть это такой утилитарно секьюрный токен. Не хотелось бы это говорить, привет, комиссия по ценным бумагам, но тем не менее. Вот, ну и также он используется как сила голоса для DAO, который у нас есть. Пока что управлять толком нечем, поэтому этот кейс не особо развит, но оно предусмотрено. Дальше рынок. Мы работаем на большом и быстро развивающемся рынке интеграции блокчейн-технологий и, в принципе, блокчейн-технологий. Я вчера нагуглил, что в 2018 году этот рынок, стоимость блокчейн, затраты на блокчейн-решения были порядка $1,5 миллиарда, а в 2023 году прогнозируется уже 16 миллиардов, то есть тайминги. Окей. Хорошо. То есть рынок очень сильно растет, но конкурируем мы скорее не с другими сервисами, а с аутсорсами, то есть вот с ТД, наверное, компанией в том числе, потому что люди сейчас привыкли решать эту проблему входа в Web3 через аутсорс-разработку. То есть они приходят и, не находя другого решения, используют, собственно, то, что есть. Ну вот теперь есть еще и мы. Ну а сам рынок блокчейн-аутсорс, не блокчейна, просто аутсорс-разработки, он в этом году уже был более $500 миллиардов, и доля в этом пироге блокчейн-разработки, она тоже с каждым годом растет. Наши конкуренты, это можно разделить их условно на 3 категории. Это другие сервисы с похожей на нас концепцией. Это DAO-конструкторы и это аутсорс-студии по блокчейн-разработке. Собственно, другие сервисы, среди них есть классные решения с продуктовой точки зрения, но никто из них не смог совместить как бы бизнес-компетенции и качественный продукт в одном проекте, поэтому получается, например, вот как там второй кружочек такой на слайде, это Dub Factory, сервис с классными фондами на борту, в команде с основателем полигона, но вот они сделали классный продукт, но у них буквально там 5 продаж токена и 1 стейкинг, ну то есть это даже не смешно, это просто ноль, поэтому как бы за конкурентов мы их не особо рассматриваем. Мы смотрим на рынок там, где есть деньги, там, где эти деньги уже сейчас люди приносят в рынок, и это вот студии аутсорса. Я немножко, буквально это делалось все на коленке, но я загуглил, что вот эта компания со стрелочкой заработала $8 миллионов за год, вот это вот с желтыми буквами $5 миллионов за год, остальные я не успел загуглить, но они тоже зарабатывают много, я вас уверяю. Ну и DAO-конструктор — это третья категория. Мы делаем примерно то же самое, но только мы даем не только функционал создания DAO, но и функционал для более комплексные решения для бизнеса, то есть вот эти другие типы контрактов, о которых я говорил. XDAO, вот буквально русскоязычные ребята на пару недель назад провели ТГЕ на 4, по-моему, миллиона, и сейчас с капой, с Circulate по Circulate около 500 торгуется на дексах. Aragon, тоже старая компания, наверное, много кто знает, 25 миллионов собрали на ICO, и сейчас около, по-моему, 200 миллионов у них капа на бирже. Ну, хорошо, дальше наш investment offer. Мы сейчас проводим приватный раунд инвестиций, привлекаем $200 000 за 2 миллиона, соответственно, это 2% от нашего total supply. Планируем это закрыть в декабре текущего года. Основные 70% у нас уйдет на маркетинг для продукта и токена, просто потому что мы хотим агрессивно сейчас порекламироваться, чтобы как минимум вот эту вот первую категорию конкурентов оставить где-то позади и провести нормально следующий раунд уже на нормальные чеки с
ближе к весне. Ну и 30% на доработку продукта. Продукт уже в стабильной бете работает, и, в принципе, им можно даже попользоваться, но, как всегда, конечно, есть куда расти, есть что делать. Сейчас у нас вообще по бизнес-процессам мы партнеримся с блокчейн-фаундейшенами, то есть у нас вот получили грант от Аврора, это дочерний проект Нира, запартнерились с Магнитом, это очень крупная блокчейн-платформа, они занимаются криптомаркетингом, вот оттуда мы планируем взять значительную аудиторию. И, собственно, ходим по фаундейшенам. Сейчас медвежий рынок, к счастью, проектов мало, поэтому заходить к ним очень просто. Вот, это наша как бы стратегия по бизнес-девелопменту. Зарабатывать тут можно на самом деле есть несколько каналов монетизации, но основная — это непосредственно продажа смарт-контрактов, сотен долларов за одно решение под ключ. А вторая, которая зачастую более интересна, это встраивание комиссий на уровне смарт-контракта в решения, которые мы создаем. То есть мы даем человеку полностью бесплатно наш софт, помогаем ему, создаем контракт, интегрируем к нему какую-то веб-морду, а он просто гонит на него трафик, какой-то процент от его оборота. То есть это может применяться там в NFT, в краудсейлах, в DAO, даже какую-то часть от общего казначейства. Ну, то есть это такие основные модели монетизации, которые тут присутствуют. Команда, у нас около 15 человек разной степени вовлеченности в проект. Это я занимаюсь стартапами достаточно долго, с 17-го примерно года зарегистрировался на Binance и просрал все свои деньги на фьючерсах. Это Вова, он наш технический директор, просто гений, миллиардер, плейбой, филантроп. И Александр тоже 10 лет в управлении бизнесом, создании стартапов и в крипто, и так далее. Тут вот наши контакты, это QR-кодик из моего телеграма, а это топлинк, который я создал сегодня утром. Вот все, спасибо. Спасибо большое.